Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал. Вы на Зеркальном Таро, и с вами Каролина. Сейчас хочу предложить вам на колоде Кипер. Давайте мы посмотрим, если есть у вас объект, да, мужчина, для мужчин женщина, которым вы интересуетесь. Давайте посмотрим, что этот человек чувствует к вам, да, как он будет себя вести, как он будет проявляться к вам, возможно. Итак, мы начинаем. Если нет пока никакой симпатии, то пусть карты покажут именно человека тогда, который зайдет, да, в вашу жизнь. Так, что за новый мужчина. То есть даже если какому-то человеку вы сейчас симпатизируете, это все-таки какое-то что-то новое в вашей жизни. Выглядываете, хотите нового шансового мужчину, шансовые отношения. Так. И вы этот шанс получите. Вышла у нас фортуна. Идет вам удача в личной жизни, дорогие мои. Что за человек? А вот и он. Мужчина номер один в вашей жизни. Он будет занимать очень важное, возможно, главенствующее место. По праву, кстати, по праву. Мужчина, действительно, смотрите, какие карты его окружают. Он шансовый, он удачливый. Он организован. У него все налажено, налажен быт. У него все правильно в голове. Он понимает, чего он хочет от жизни, и вы будете именно в его голове. Либо уже есть в его голове, да, в мыслях его. Вот, особенно, кто уже загадал мужчину, мы четко видим, что он думает о вас, он думает о вас. Рядом с ним находится, либо крутится сейчас какая-то персона, какая-то женщина. Видите, это у нас фальшивая персона. То есть, возможно, например, у него есть общение с женщиной, которая выдает себя не за ту, которая есть на самом деле. Это очень часто вот онлайн-общение, допустим, переписки, да, когда, есть такое, да, что греха таить. Люди ставят одну фотографию, на самом деле это совсем другой человек, и вот общение, переписка. Так, может быть женщина рядом, которая хочет его заполучить, демонстрирует ему, например, свое внимание, да, свою заинтересованность, но в чем-то его может обманывать. Например, не говорит свой возраст, а может быть даже заинтересована в этом мужчине именно фальшь в том, что он ее интересует больше всего, как, допустим, кошелек. Вот какая-то дама есть возле него, либо крутится, желает его заполучить. Но в его голове, в его мыслях будете именно вы. Либо уже сейчас вы и находитесь там. Так, хорошо. Его дальнейшие действия к вам в чем-то поможет, проявит себя как настоящий мужчина, протянет руку помощи, материально как-то, либо что-то для вас сделает такое ощутимое, заметное. Вот такое ощущение, что будет вас приглашать либо в свой дом, знакомить со своей семьей, своими родителями, допустим. Вот. Либо вместе, может быть, вы будете отправляться, приглашает вас, и вы едете на какое-то торжество, может быть, даже на свадьбу. Дорогие мои, для тех, у кого сейчас нет мужчины, здесь может еще показывать, что вы на каком-то мероприятии крупном познакомитесь. Поняли? Если у кого-то, тут же у всех по-разному, да, складывается. У кого-то уже есть симпатия, у кого-то может быть только все впереди. Так, человек, который будет вам помогать. Дальше. У этого человека может за спиной быть развод. Смотрите, любовь, развод. Кстати, возможно, вот эта дама, которую мы видели, это дама из прошлого, которая что-то хочет хитростью от него получить. Вот такое ощущение, что у него в судах были дела, в судах связаны с любовью. Поэтому это очень похоже на развод, да? И, может быть, даже были какие-то выплаты, вышла карта денежки, работа — это деньги. Может быть, он платит алименты, либо какой-то был раздел имущества, допустим, вот такое что-то, что связано с деньгами, с недвижимостью, вот такой момент. Так, но человек этот хочет заякориться, Не из тех, которым нравится свобода. Девочки, не всем мужчинам нравится свобода, да? Он хочет прийти домой, чтобы его ожидала прекрасная его леди, которую он выбрал, да, чтобы в доме был уют, тепло, порядок, да, вкусный ужин. И больше того скажу, по официальной персоне, я так понимаю, что он рассматривает возможность, допустим, если он был женат, повторного брака. Либо, если он не был женат, просто там показаны, да, какие-то перипетии,
то, в принципе, человек этот готов к серьезным отношениям. Вот так сказала бы я. Так. Вас держит в голове. Мы все время об этом помним. Также у человека есть очень хороший дом. Видите? На него оформлен прекрасный, может быть, высокий, высотный, 2 этажа, да, вот такой какой-то дом, или если квартира, то двухуровневая, оформлена на него, то есть если даже были какие-то суды, то он все равно остался с жильем, но может у них там несколько было квартир, да, но как будто и есть какой-то человек, который как пострадавший остался, знаете, после этих каких-то, что ли, судов и так дальше. А кто это? Это человек просто ушел из жизни. Какой-то человек ушел из жизни. Слушайте, да у него наследство, наверное, он получил. Смотрите, человек уходит из жизни, а он получает в наследство какой-то очень большой, можно сказать, такой фешенебельный какой-то дом. Так. Этот человек будет идти к вам. Значит, либо по утру ждите от него письмо, ждите от него смс-ку, либо это знакомство произойдет в первой половине дня. Если у вас уже там, ну, случится это знакомство, да, то очень по скорой дорожке у вас как бы закружатся отношения. Сначала будете узнавать друг друга, вот общение, звонки, переписка. Потом последуют подарки от него, ну, потому что он, во-первых, не жадный. Во-вторых, может себе это позволить. В-третьих, он считает это правильным. Да? Мужчина для чего работает? Чтобы все, скажем, себе, что ли, себе одному тратить. Обычно мужчина нормальный, он очень хочет ну, когда он заботится, заботясь, да, о ком-то, о женщине заботясь, там, о родителях и так дальше. Обязательно это все материально идет, конечно, помощь. Нормальный мужчина такой обычно. И этот именно такой, видите, вот он идет с подарками к вам от всей души, от чистого сердца. Так. Идет вот счастливая встреча. Такое впечатление будет вас встречать с работы. Может быть, на машине приезжать, забирать вас с работы, встречать. Вот вы идете с работы и встреча. То есть или после работы идете как на свидание. Так. Так, еще может быть показан отпуск. Если мужчина далеко от вас, то как в отпуске встреча будет, да, то есть вы к нему отправляетесь, допустим, в отпуск отдыхать. И так может быть. Так. Еще какая-то будет новость. Смотрите, идет спешная такая скорая новость о женщине старшего возраста, которая может приболеть, заболеть. Это может быть как со стороны мужчины, так может быть и с вашей стороны. Ну, в общем-то, мы его, конечно, рассматриваем. Или, может быть, даже в данный момент есть какая-то женщина, может, мама его или бабушка, допустим, кто болеет. Сейчас вот такая новость показана. Так. Угу. Ожидает вас дорога. Вы с этим мужчиной либо к нему будете ехать, либо с ним будете куда-то ехать. Такое ощущение, что либо в его, допустим, отчий дом, знакомиться с семьей, вот такой момент показан, либо человек куда-то вас везет к друзьям своим. Вот так. Вот будет дорога, совместная общая дорога к каким-то людям, для него, возможно, ну, дорогим, с кем он в контакте, с кем он общается. Так, ну, в том месте, куда вы едете, там есть люди, которые, возможно, зависят от этого мужчины. Он их поддерживает материально. Это могут быть и друзья, да, может быть, одолжил там, ну, как-то, чтобы человек выкрутился, поддержал, да, чтобы не идти в банк. Либо, если это родные люди, то здесь вполне может быть люди, которые от него вот зависят, то есть он их поддерживает. Вот, он много думает об этих людях. Это может быть тоже вот старшего возраста какой-то мужчина. Он много думает, много заботится. Он может себе это позволить, девочки. Он может себе это позволить. Вот и все. Так. Здесь еще такое впечатление. Вот еще раз нам идет намек, что, возможно, человек этот, а может он сейчас прямо вот разводится. Вот как будто человек освобождается из каких-то оков, да, и становится свободным. И это для него огромный шанс. Видите, вот как закрыт человек, как в клетке, как выходит из этой клетки и счастлив становится. Вот.
Поэтому это может быть нам как бы, ну, еще раз, карты любят повторить, честно, в игральных так вообще. Вот, либо еще раз нам говорит колода, да, что будет какое-то как освобождение. Либо у кого-то вообще, может быть, например, в семье есть человек, который, ну, реально закрыт, да, где-то. Кстати, в больнице, может быть, еще кто-то получит шанс. Смотрите, может быть, человек какой-то получит шанс на выздоровление, освободиться от оков болезни, да, старшего возраста мужчина. Либо, может быть, но это, надеюсь, очень редко, да, у кого-то действительно в местах не столь отдаленных есть кто-то. И тогда идет освобождение этому человеку. Итак, осталось у нас 2 карты. Ну, смотрите, мужчина очень презентабельный, успешный, и карта дома. То есть в вашу жизнь заходит мужчина, который будет заботиться о вас, будет много думать о вас, много делать для вас, даст вам какую-то новую жизнь. И вот все время идет акцент на то, что у него очень хороший дом. Ну, вы знаете, настолько это было много акцентов, такое ощущение, что, может быть, у человека либо фирма строительная, либо, может быть, у него много этой недвижимости, и на это акцент, да, что у него и там дом, и там, и там. Вот, может быть, это его работа, то, что он просто имеет много недвижимости и сдает ее в аренду, например, да, там, под бизнес или под жилье. Вот так тоже может быть, потому что мужчина очень богатый, очень успешный и презентабельный. Мы много открыли о нем, и какой он по характеру, как он будет действовать в связи с вами, да, и даже мы посмотрели, возможно, как и где вы познакомитесь. Вот такая у нас сегодня, хотела сказать отливка, да, вот такой у нас сегодня расклад. Кстати, заходите, очень интересная отливочка вышла, пожалуйста, да, на мальфаровой свече, кого интересуют отливки, чистки, у меня есть канал Мальфаровая свеча, заходите, пожалуйста, туда, там тоже сегодня интересный, отливка интересная, вчера была шикарная, просто мощная, мощнейшая чистка. Вот, спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши донаты, за комментарии, за все-все, что вы делаете для меня. Сердечно благодарю. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.